Надеюсь, что у вас хорошее настроение, несмотря на сегодняшнюю такую немножечко грустную погоду. Надеемся, сегодняшний семинар вам покажется интересным, а самое главное плодотворным. Мы хотим вдохновить вас на создание новых продуктов, показать все технические возможности нашей компании. И сегодня при поддержке нашего эксклюзивного дистрибьютора компании «семинар1», которая вам хорошо известна, мы проводим семинар, посвященный именно техническим возможностям компании iFab. С нами приехали сегодня двое коллег. Майк, возможно, вы его знаете, Майкл Шоу. Это сотрудник компании iFab сейчас. Раньше он был представителем компании Fragrance Resources, которая, возможно, вам кому-то известна, с кем вы работали в прошлом. Майк сейчас является региональным бизнес-девелопмент-менеджером, который помогает нам найти правильный подход в развитии бизнеса, лучше отвечать вашим потребностям, помогать вам расти, создавать хорошие, качественные продукты на украинском рынке. И Джорджо Кандидо, это наш специалист из Италии. Он сегодня как раз будет рассказывать и показывать все, что есть в портфолио нашей компании, для того, чтобы рассказать вам, как правильно подходить к выбору ароматов, как правильно создавать продукты и какие маркетинговые заявления выносить, чтобы привлечь внимание клиента. Итак, прежде чем мы начнем, давайте немножечко организационную часть расскажу. В 12 часов у нас есть анкетка. Мы вас попросим, будем очень благодарны, если поделитесь своим мнением, своей обратной связью, потому что мы тоже учимся, нам важно понимать, к чему нам стремиться, что мы еще теряем в своих выступлениях, поэтому будем благодарны за продуктивную обратную связь. В конце мы на основе этих анкеток сделаем большой розыгрыш сувениров. Вопросики какие-то появились? Можно анкетку? С пакетиком. Пакетик с анкеткой можно? Не хватает одного. Сейчас поднесу. Прежде чем начнем, Светлана, вот сюда. Сразу видно, кто уже готов обратную связь давать. Смотрите, прежде чем рассказать об вообще компании iFab, у меня такой вопрос. Кто из вас знаком с компанией? Кто-то что-то знает о ней, кто-то работает уже давно? Не стесняйтесь. Или никто ничего вообще не слышал про нее? Голландская компания, так. Еще какие есть? Остальные никто не знает, что такое да? Хорошо, смотрите. Компания американская. Но почему существует мнение о Голландии? Потому что завод у нас находится в Голландии, вы совершенно правы. Поэтому в сознании потребителей, в сознании наших клиентов мы ассоциируемся с голландской компанией. Давайте расскажу... Расскажу вкратце об iFab. Как вы думаете, вообще, сколько лет может быть компании? Вот мы являемся вторые на сегодняшний день глобально представленной компанией на рынке по производству подушек. Как думаете, какая история стоит? Вот сколько лет? Не стесняйтесь, вот любая цифра, какая в голову приходит. 15, да? 50. Еще 100. Уже близко. Смотрите, 129 лет нашей компании. Почему 129? Мы берем свое начало от образования польской компании Полот и Шварц. Это была компания, которая фокусировалась изначально на пряностях, на одушках и на пищевых ароматизаторах. Компания была семейным бизнесом изначально, но буквально за 2 года она достигла глобальных размеров и было открыто по всему миру 36 офисов. То есть они действительно делали правильные вещи, они знали, что хотят их клиенты. И когда был открыт 36-й офис, они пригласили к себе специалиста, который для них открыл в Америке представительство. В те годы это было очень сложно сделать. И вот этот человек, который помог создать так называемую штаб-квартиру, в дальнейшем организовал свою собственную компанию, которая появилась в 1917 году, One Emerging. И вот слиянием вот этих двух компаний в 1958 году образовалась наша компания, которую мы сейчас знаем как iFab. То есть история действительно большая, богатая, и люди, которые стояли во главе компании, да, всегда были очень клиентоориентированы, то есть изучали постоянно рынок, смотрели, какие тенденции сейчас присутствуют, как восхитить вообще ожидания клиентов и создать что-то новое. И в дальнейшем компания, конечно, развивалась. Будучи американской компанией, нам очень было важно представлять свои интересы на американском рынке. И были мы включены в 1964 году в Нью-Йоркскую биржу. В дальнейшем у нас происходит приобретение различных компаний. Компания BBA, может быть, тоже кто-то слышал, это компания, которая была производителем пищевых ароматизаторов, парфюмерных композиций. Была приобретена нами. Компания LMA – это
компания, которая находится в Грасе, на юге Франции. Они специализируются на создании натуральных парфюмерных композиций, то есть 100% из натурального сырья. У них находится своя производственная площадка в Грасе, они выращивают там все компоненты, соответственно, то количество инвестиций, которое стоит за этим, да, показывает в принципе масштаб компании и важность и ценность для наших клиентов. В период с 2014 по 2017 происходили также небольшие приобретения компании, и сюда попала компания Fragrance Resources, которую вы, наверное, многие знаете. Да? Сейчас это часть нашей компании. В дальнейшем я покажу, как это отразится теперь на работе с нашими клиентами. Я думаю, что для вас это будет приятный сдвиг, потому что компания FF, она глобально представленная, большая, а компания Fragrance Resources это была небольшая семейная организация, и мы постарались объединить самое лучшее, что было из этих двух компаний. В чем вообще наша ценность, да, наша амбиция, скажем так? Наша задача не только работать с вами как с производителями, но также выходить на наши конечные составляющие, потому что не знаю, как клиент может оценить качество продукта, когда он приходит в магазин. Он берет этикетку, да, если она ему нравится, он открывает крышечку, начинает слушать. Сейчас, конечно, у нас потребители уже стали образованные, они даже этикетку многие читают, да, общаются в чатах, в форумах, узнают, что важно, что нужно избегать каких-то продуктов, заявлений. Но, тем не менее, вот эти две составляющие, маркетинг и аромат, на данный момент являются самыми важными двигателями при выборе продукта клиентам, потребителям. Какие ценности у нашей компании? Мы выделяем основные 4. Безусловно, за всеми этими ценностями стоит огромная работа нашей команды. И команда у нас, как правило, молодая. Вы все видите, Джорджо и Майк, они у нас тоже такие свежие, молодые, поэтому да. У нас все амбициозные, у нас все креативные. Зачастую мы задаем очень много вопросов, потому что мы считаем, что любопытство, оно как раз приводит нас к правильному результату. Поэтому вам, может быть, мы иногда можем назойливыми показаться, да? На самом деле мы делаем все только для того, чтобы вам лучше сделать. Мы задаем много вопросов, чтобы понять суть, как вы тестируете, как вы выбираете. Это помогает нам, как производителю, создать продукты, которые вам понравятся. Поэтому как раз вот возможности, страсть, компетенция, креатив – это то, что отражает АФФ и выделяет от остальных производителей. На протяжении всей нашей истории ежегодно 8-9% от нашего оборота глобального мы вкладываем в инвестиции и в изучение новых технологий, новых молекул, новых ингредиентов. Компания АФФ славится тем, что у нее огромная база наработанного своего собственного сырья. Сырьевая база – это ингредиенты. Чем больше у производителя в своем портфолио находится ингредиентов, тем лучше и более коммерчески эффективные решения он может предложить клиенту. Не секрет, что в принципе все производители отдушек друг у друга перекупают сырье. Потому что если какой-то ингредиент создан, самый лучший способ его обезопасить – это запатентовать. Патент действует, как правило, 18 лет. На протяжении этих 18 лет ни одна другая компания не имеет права и даже не может, в принципе, этот ингредиент продавать в своем портфолио. Вот в компании АФФ ежегодно 8-9 ингредиентов подаются на патент, как раз чтобы обезопасить наши собственные решения. Будучи глобально представленной компанией, мы, безусловно, смотрим, какой вред окружающей среде мы наносим. И даже сегодня, да, мы собрались в таком красивом зале, посмотрите, у нас тут тренд, тенденция эко, натуральность, зеленая косметика, да, набирает обороты. Наши потребители сегодня следят очень активно за своим образом жизни, за своим питанием. Соответственно, все это откладывается на том, как мы вообще в целом мире, в своем, строим свою жизнь. И мы ставим себе амбициозные глобальные задачи по сокращению наших выбросов, потому что у нас производственные площадки, да, по всему миру находятся. Мы сокращаем использование расходов и отходов, электроэнергия сюда попадает и расход воды. Соответственно, здесь приведено на сайте сравнение 2010-2015 год, да, и видно, что мы действительно добились достаточно хороших результатов. Безусловно, нам есть над чем работать дальше, но сегодня у нас уже в портфолио очень много сертификатов, которые подтверждают, что мы стараемся с минимальным риском для окружающей среды организовывать наше производство. На данном слайде представлена ключевая информация по АФФ. Как раз в Гамбурге находится креативный центр, который принадлежал раньше компании Fragrance Resources.
сейчас этот креативный центр будет являться центром, который направлен на работу именно с нашими регионами. Украина, Россия, Белоруссия, Италия, Испания, Франция. Этот креативный центр будет искать именно решения, которые для нашего региона больше подходят. Я сейчас подальше расскажу, какая команда будет организована. В целом, да, посмотрите на статистику, 7,5 тысяч практически сотрудников АФФ на данный момент. То есть компания глобально представлена. У нас очень много выхода на коллег, которые с разных регионов над разными проектами работают. Поэтому иногда зачастую у вас, да, могут быть какие-то проекты на индийский рынок или, не знаю, на иракский. Мы стараемся все-таки подключать коллег для того, чтобы найти правильные решения. Потому что когда мы фокусируемся на работе только в одном регионе, мы не знаем, что продается в других областях. Мы начинаем спрашивать наших коллег. Они с удовольствием делятся с нами этой информацией. Поэтому для того, чтобы вы знали, да, какими возможностями мы обладаем, не стесняйтесь задавать также нам вопросы. Если у нас опыт работы в других регионах, в других рынках, он у нас есть. Мы с удовольствием этим делимся. Почему АФФ? Да, вот действительно рынок очень конкурентный, производителей много. Что мы на сегодняшний день предлагаем такого, чего нет у других? Смотрите, было две компании. Компания АФФ была заточена изначально на работу с крупными глобальными производителями. Мы очень много инвестировали в разработки, в инновации, в технологии. Компания Fragrance Resources принесла в наш портфель работу с небольшими компаниями, которые хотят скорости, быстроты, недорогих коммерческих решений. И мы постарались сейчас объединить как раз опыт и экспертизу наработку одной крупной компании с более, скажем так, гибким подходом другой. И вот сейчас мы как раз находимся в процессе оптимизации нашей работы для того, чтобы помочь вам, как раз как региональным клиентам, да, быстрее, эффективнее создавать успешные продукты. Потому что сейчас очень много продуктов запускается, и очень много, к сожалению, они могут задержаться на рынке. Вот наша задача вдохновить вас и помочь вам создать такие продукты, которые будут на протяжении многих лет занимать свое достойное место на полке и привлекать также своих потребителей, как только в момент запуска. Какие возможности есть? Это, безусловно, ингредиентный сырьевой запас, да, о том, что я уже упомянула. Это вторая часть технологии, про которую сегодня у нас Джорджи будет рассказывать. Отдел маркетинга, да, сегодня как раз мы покажем ту часть, которая для технологических процессов была разработана. Если вам нужна какая-то помощь, да, у нас также глобальная экспертиза по маркетинговым тенденциям, по маркетинговым трендам. Мы очень открыты. Компания Ароматрейдинг постоянно с нами на связи. Они готовы в любой момент приехать, презентовать, показать и рассказать. Не стесняйтесь, обращайтесь, потому что мы вам даны в помощь. Да? Потому что понятно, что наш регион, он все-таки за тенденциями следит европейскими зачастую. Европейский рынок, он более динамичный, и мы все время отслеживаем, что новое появляется там. Поэтому, пожалуйста, мы открыты, не стесняйтесь, обращайтесь, пишите, звоните. По Гамбургу, да, вот я уже упомянула, что в Гамбурге теперь находится креативный центр, который отвечает за наш регион. Сейчас там находится 5 парфюмеров, которые работают как раз четко под нашими проектами. Маркетинговая команда целеустремленная, они также создают все красивые проактивные идеи, которые можно запустить, новое что-то. Находится команда по продажам, как раз Майк является представителем, который помогает нам адаптироваться на наш рынок. И, безусловно, креативный подход. Сейчас в этом году мы делаем реинновацию этого центра, потому что раньше это было под брендом Fragrance Resources. Сейчас мы будем, гамбургский офис, работать над проектами из Москвы, из Дубая, Польша, Хилверсум, Милан. Это как раз та часть, сектор, тот регион, за который будет отвечать этот креативный центр. Они будут работать, то есть тоже глобально, над основными 5 ключевыми европейскими рынками. Вот так вот выглядела как раз компания Fragrance Resources, и теперь вот мы пытаемся предложить продукты, особенности, скорость, продвижение, сервис, то есть на основе этого креативного центра полностью будет возможность АФФ уже адаптирована. Производство продолжится там же в Гамбурге, вы сейчас получаете, я думаю, одушки Fragrance Resources из Гамбурга, но также вторая площадка производственная, которая от АФФ в Тилбурге, она также продолжит существовать. Как только у нас процесс оптимизации 2 компаний завершится, я думаю, что у нас будет какой-то один завод, но для вас, в принципе, не должно быть какой-то проблемой. У нас сырьевая база, которая используется на одном заводе, полностью соответствует тому, что мы используем на других. То есть глобальное присутствие дает нам возможность обеспечивать сырьевую базу одинаковую во всех креативных центрах и одинаково во всех заводских площадках.
Мы давайте приступим тогда к самому семинару, к технической части. По этой какие-то вопросы появились, что-то интересное для себя узнали? My Russian is not good enough yet, so I hope Maria will help me through all the presentation. Добрый день, меня зовут Джорджо. Я очень рада сегодня присутствовать здесь. К сожалению, мой русский недостаточно хорош для того, чтобы рассказывать вам на нем, поэтому Мария поможет сегодня с переводом. Okay, so let's start and let's make a little introduction. What are we going to present today? And may I use? Oh, yes. Thank you. Okay. Небольшую вступительную часть. Мы расскажем о том, что мы сегодня планируем вам показать. We're going to present technology, of course. So chemistry applied to the fragrance world. But it's not just technology, what we want to present today. It's all the benefit that we can deliver with our technology. Сегодня мы будем говорить в основном о технологиях, но не столько о самих технологиях, сколько о том, какую пользу можно принести благодаря технологии самому аромату. We will see during the presentation that each technology could bring new benefit to your product, could bring differentiation to your product. So something new, innovative that could bring to new sales or to new consumer interest, let's say, in your products. Мы увидим, что каждая технология способна принести что-то новое, что-то уникальное, инновационное в определенный аромат, и это поможет вам дифференцировать ваш продукт, выделить его от остальных конкурентных продуктов, которые сейчас существуют на рынке. Okay, let's start with responsive. It's our technology, encap technology, so fragrance into capsules that bring long-lasting freshness to your product. So when you use responsive encap in your product, you can have long-lasting perfume on the clothes or whenever you use this technology. Most of the time is for the fabric, sometimes also used for the personal wash. Давайте начнем с технологии, которая называется Responsive. Responsive – это инкапсулированная технология. В основном она используется для продуктов для стирки, кондиционеров и порошков. И ее особенность в том, что она придает длительную свежесть. То есть для того, чтобы предоставить белью длительность, эффект длящейся свежести, вы можете использовать именно эту технологию. Too long? No, okay, perfect. So we have our technology is melamine formaldehyde cap that contains fragrance, and basically that's it. It's just a little tiny capsules that has the fragrance that when you rub it or when you touch it, it can release the fragrance all day long. So if you take your shirt, if you take your sweater, you can put it and you will feel the freshness all day long, even to 25 hours. Это меламин-формальдегидная технология, это капсула, это аромат, который заключен в капсулу. И как пример Джорджо привел, если вы, например, надеваете на себя футболку постиранную с продуктом данной технологии, в любой момент, когда механическое воздействие происходит, если вы потерли, если вы прикоснулись, происходит разрыв аромата, вот этой полимерной оболочки, и происходит высвобождение аккорда свежести. It's not just about the fragrance, as I said, it's not just about the technology, it's about the benefit that the technology can bring. In this case, the technology, of course, it can enhance the wet and dry perception of the fragrance, but can also bring a new kind of perception in the consumer experience on the clothes, because the client will perceive a much softer, for example, clothes during the wearing of the fabric. Джорджо обращает внимание, что это не столько о технологии речь идет, сколько о том, как воспринимает это потребитель. Потребитель воспринимает эту технологию, как будто бы ваше средство более мягкое, то есть ваше белье более мягкое. Как только вы чувствуете более длительную свежесть, вам кажется, что продукт, который мы постирали, придал вашему белью больше мягкости. Let's focus a little bit, just a little introduction on these symbols. Давайте взглянем вот на эти символы, которые приведены на слайде. Because I said, the technology is not just bringing fragrance, it's not just technology, but it's also benefit providing, let's say. And as a fragrance company, we identified key moments during the washing cycle and also over the washing cycle.
Он как раз обращается опять к своему сообщению о том, что технология это не столько технологическая часть процесса, сколько польза, которую доставляет эта технология самому продукту. И он обращает внимание, что будучи производителем отдушек, мы выделяем ключевые моменты в процессе стирки, в процессе покупки, на которые мы ориентируем наших потребителей. So, in each technology we are going to present today, you will see this kind of symbols, and they explain where our technology where our technology works on the key moments of the washing cycle, where the consumer wants the performance and want to have a nice experience. Сегодня на протяжении всей презентации вы будете видеть эти значки и смотреть, на каком именно этапе данная технология работает, то есть что она дает в какой момент потребителю конечному. So in this case, for responsive, what's the benefit? What the consumers wants? The consumer wants long-lasting freshness on the clothes, in this case, because it's fabric application, but we will see later on for the personal wash the same. In any case, let's focus on the fabric. The consumer wants the long-lasting freshness. То есть в ходе исследования было выявлено, что сейчас ожидают потребители от средств для стирки, от кондиционеров. В первую очередь они ожидают получить большую длительную свежесть. И как раз здесь представлено, что ключевым моментом для них является это продление эффекта свежести. So, what's the benefit we can bring? What's the differentiation for your product? What's the plus that our technology can bring? So, something that when the final consumer will use the product will perceive its long-lasting freshness and enhanced performance also on wet. Because this technology, tell me if I have to stop. Okay. Because this technology will bring enhanced, more fragrance and more, let's say, perfume fragrance in different touch points. When you in English. No, after the wash, sorry. When you hang your fabrics, when you take it off from the washing machine in the wet stage, and then again when you iron them, flat iron them, when you wear them, and etc. till the end of the day. Как работает эта технология? В первую очередь, что она дает? Она дает невероятную свежесть белью. И вот здесь он как раз рассказывает вам о том, в какие периоды она начинает работать, когда вы чувствуете, что эта технология есть в продукте. В момент, когда вы развешивать начинаете белье после стирки. Как раз когда это находится в корзинке, то есть вот вы постирали, переложили, и вот в этот момент вы ощущаете эффект свежести. Далее вы начинаете чувствовать, когда в процессе глажения. Дальше, когда надеваете на себя, то есть вот на протяжении всех этих шагов вы продолжаете ощущать вот этот эффект невероятной свежести, благодаря этой технологии. I don't want to repeat, but it's very important to understand that these points are key points in the washing cycle experience. So, are key points identified as important point for the final consumer to perceive a nice fragrance and how important is the fragrance in this step. Он еще раз хочет обратить внимание, насколько это важно. Что это очень важные и очень необходимые ключевые моменты, это как раз обратная связь от потребителей. То есть это то, на каких стадиях они ожидают выявить вот этот аромат, эту пользу от аромата. Поэтому сейчас Джорджо еще раз обратил внимание, что очень важно нам, как производителям, понимать, на каком шаге какая технология работает. I just want to add something because of which Fragrance Resources did not have and which is having from IFF side is there is a very, very big consumer insights group that actually identified that this is the face. Because you have to do the base work before you actually develop the benefits. So you might want to say that consumer insight market research very strong. Майк рассказывает о том, что как раз, когда они были компанией Fragrance Resources, у них вот как раз не было этой основы и базы для анализа, да, а став компанией IFF, они получили доступ к более широкому портфолио, и теперь важность вот этого вот ключевых моментов, да, все понимают, потому что раньше они работали немножко по-другому. То есть за всеми этими ключевыми моментами стоят обратная связь от конечных потребителей. Это не то, что мы придумали, это то, что говорят наши потребители, когда они ожидают получить запах.
Sorry. Okay, so as we said, different touch points, and but it's not like this technology just work on the long lastingness, as I said before. We can work with different kind of, let's say, of construction, of fragrance and wall of the capsules to give you the benefit where you more need. So I need more powerful fragrance at the damp stage, at the wet stage. Oh no, please give me something for only wet stage. So we can work in different way to give you the benefit you need. В зависимости от того, какой продукт вы хотите создать, продукт, который подарит больше свежести на влажном шаге, да, когда вы только стираете, либо когда это белье постирано, в зависимости от этого мы можем сконструировать саму готовую отдушку. Респонсив — это сама капсула, то есть ее можно комбинировать с обычными отдушками, чтобы добиться эффекта, который нам нужно получить. И вот в зависимости от того, какой конкретно момент вы хотите, да, достигнуть, на влажном белье или на сухом, мы можем комбинировать эту капсулу с обычными отдушками. Okay, so again, the thing here, it's very important, this table, because you can understand how does it work, the fragrance, and why it's important to have a constant fragrance during the washing cycle. So we have the initial, where the neat oil. Neat oil is the fragrance without capsule, so the oil you put in your product. А вот этот чарт очень важный, потому что здесь вы можете наблюдать, как работает вообще обычная отдушка и отдушка инкапсулированная. Вот neat oil — это обычная отдушка без капсулы. So important for the POP, the point of purchase. Очень важно в момент, когда вы только покупаете продукт. But then after you start your washing, after a few hours or minutes, let's say, starts the damp stage, where the neat oil starts to be a little weaker, so we need a little push with technology in this case. Как только вы вот купили продукт, принесли его домой, начинаете процесс стирки, в этот момент сам аромат начинает потихонечку уходить, то есть вы уже перестаете его чувствовать. И вот в этот момент необходимо для потребителя донести что-то, чтобы вызвало некий всплеск аромата, придало какой-то новый эффект свежести. Again, it's not technology, it's benefit, because you don't want your consumer to have, let's say, an experience with the fragrance on the damp stage, on the wet stage, is weak. We want to push the fragrance for the consumer experience. And again, we can do the same for the drying stage, where the towel is dry, the fabric is dry, you can perceive the fragrance with our NCAP technology. Опять же, это не столько о технологии, сколько о пользе, которую эта инкапсуляция может принести. Мы ожидаем увеличения вот этого эффекта на влажном шаге, и также мы ждем, что еще больше свежести появится, когда белье сухое, когда оно высушено. So maybe we can have a brief smell at the technology and how it works with our towels. And you will perceive two different fragrances from the technology, so Sunray and Floral Fresh, and you can perceive how do they work when you smell it, the fabric as itself, and when you wrap it. Лучше всего, конечно, вместо того, чтобы смотреть слайды, послушать, как это работает на образцах. У вас будут выданы два варианта с двумя разными капсулами, для того, чтобы вы увидели разницу, когда вы просто слушаете, когда вы механически воздействуете, какой эффект происходит. Once per line, so one. Please just open it. Только просто, пожалуйста, откройте. Do not rub it. Пока не трите. So you can smell and pass to the person next to you, Вы можете please. послушать и передать следующему. Yeah, you can take it off from the bag. The best is to put it on the bag and you can have the Yeah, and on pass the it. bag. Yeah. You explain. Put it on the bag and then hold it under the bag and press it. Положите, пожалуйста, да, вот на пакетик, и прямо также на пакетик передавайте. Потому что нужно избежать любого контакта с другими запахами. Thank you. So, what you can perceive, it's
Maria, if you want to smell also, it's let's say little fragrance because it's dry stage. So all the fragrance, all the neat oil is. Что вы чувствуете сейчас? Это обычная одушка. We are here. All the neat oil basically is gone. So we don't have the benefit of the neat oil. По факту получается сейчас, что обычная одушка практически исчезла, потому что мы на сухом этапе находимся, да, и мы практически ее не чувствуем. But now if we open the towel and rub Если мы сейчас 5 откроем times и потрем 5 раз, and smell, you can perceive a different fragrance и почувствуем другой аромат, that came out from the towel. который начинает... It's more floral in this case. В этой ситуации он более цветочный. More intense and more bright. More intense, more bright, everything. Yeah, absolutely. Все почувствовали разницу? Скажите, пожалуйста. And you have this stage. So you can bring new fresh fragrance, new fresh experience to your customer, and also let's say a different point of view, different differentiation of your product on the shelf. Вы приносите новый опыт для клиента, то, чего он раньше не испытывал, и это помогает вам продукт ваш отличить от всех других, которые существуют на рынке. Let's try with this one. Same thing. So. Что делать? Аналогичные также вынимайте, кладите на пакетик. And this one. Подскажите, пожалуйста, все точно смогли заметить вот эту, ощутить разницу? Да? So same here, just smell as it is, then pass to the first one, or start to rub and pass, yeah, you can start. Можете начать тереть. How long it can last on the? How long it can last on the bottle? It depends on the dosage, of course. You want long-lasting, like weeks. You have to load an amount of capsules. Not, I don't want to say huge, but you know, a high amount of capsules. Depends. Если вы хотите, чтобы длилось несколько недель, то вам, безусловно, нужно больше класть уже процент соды делать. А что продается лучше? Что вы в основном покупаете в данной ситуации? What do we have any information about what exactly consumers would like to purchase? Depends on the market. There is some market that wants huge explosion of fragrance. There is some market that wants just a slight performance to perceive freshness. USSR. Stance countries, do you have any knowledge about it? We can find some information about Мы that. можем проверить, если эта информация. This is the standard dosage, let's say, it's 0.5 TPF, so fragrance plus capsules, and basically this is the amount of capsule to have a nice fragrance, a nice perception during Вот в time. этих образцах 0,5% дозировка использовалась. Те образцы, которые вы сейчас прослушали. In this case, you can take your clothes, put into the closets, and leave them there, and they can last for months, even months. Because when you take it off from the clothes, you can brush it, and you can still perceive the fragrance. Вы когда взяли, вы можете положить это на полочку или шкафчик, это может лежать несколько недель, затем вынуть, и эффект будет тот же самый. Okay. We have the last one just to let you smell everything. И еще одна последняя, чтобы вам дать возможность прослушать все, будьте этого выбрать, что мешает. Oh, yeah. То есть технология используется та же самая. Вопрос в том, что каждая капсула имеет свой аккорд свежести, и здесь они как раз разные. Поэтому 3 полотенчика разные. This one is just let's do the damper maybe also.
понравился вот из 3 вариантов? Второй? Второй тоже, да. Второй. The second, like the second capsule. The second capsule, let's see. Can we see what is that? I don't remember. No, it wasn't one, two. Impressions was the first one. What's that? Fresh flower. You can see it on here, the second and the third. Yeah. Fresh flower. Yeah. И сейчас мы вам покажем как раз на влажном, как белье отражается эта же технология. Okay. So here you can perceive the association of neat oil and Здесь вы как раз уже чувствуете ассоциацию обычной одушки с капсулой. So as we, I missed someone. Ah, okay. So as we saw, it's this point. So we have both neat oil and capsules that are working together. На данном шаге мы чувствуем такие обычные. What is the dosage of capsules? We need to check that, yeah, but it should be around 0.1, 0.05. Around. 0.5? 0.1, 0.05. Ага, от 0 до 0,15. То есть вот на данном шаге, на влажном белье, вы ощущаете вот эту связь. Обычная. The neat oil and the capsule can work together. And so we are here basically. Сначала мы находимся на это сухое белье для того, We чтобы want показать, you как капсула to smell работает, чтобы мы before, as сами first step, сначала сухое try, белье, потом because как раз влажное, we want you чтобы заметить разницу восприятия. another point of another way to work with capsules. So as we said, each type of technology can work on different touch points. So damp stage, dry stage, sometimes also a little bit on the POP stage, because some capsule can also give some performance on the POP. So when you need the performance of the benefit of your product to work at different touch point, we can work in different way with different capsules. Каждая капсула затрагивает определенный момент. Есть капсулы, которые работают только на сухом белье, есть капсулы, которые работают только на влажном, есть капсулы, которые работают и на влажном, и на сухом, и также существуют капсулы, которые работают даже в момент, когда вы только покупаете продукт, потому что капсульная оболочка, она недостаточно плотная, то есть освобождение аромата тоже может происходить. И вот как раз это другой вид капсул, мультикап, который называется, он работает в других сегментах. Here, it's very well explained. So we have different touch points. Again, we know what is the important touch point in the washing cycle, and we can attack that touch point to give you performance, to give the final consumer performance. Опять, да, мы имеем разные шаги, на каком мы хотим воздействовать на потребителя, и мы можем атаковать каждый из этих шагов. Здесь как раз приведен пример на то, что вы можете и в момент покупки, и в момент влажной стирки, и в момент на сухом белье. Is there someone from the marketing here? Кто-то есть из маркетинговой команды здесь? Есть. Okay, so you will love this slide because Вам понравится этот слайд? this is basically what, how you can enjoy the use of this technology, since it will bring a lot of new claim you can work on your label or on your advertising. Этот слайд дает возможность новых заявлений на продукте использовать для того, чтобы показать потребителю, что вы используете в своем продукте. Это как раз различные заявления, подарить невероятную свежесть, то есть все инструменты, которые помогают вам выделить ваш продукт конечный на полке. Because we know it's important also
communicate to the consumer that you are different and that you have something innovative, and so you can do this with this technology, with these claims. Очень важно коммуницировать с конечным потребителем и показать, чем вы отличаетесь от других продуктов, что отличает ваш продукт от тех, которые стоят рядом на полке. И это как раз вот помощь вам дается для того, чтобы выделиться. So again, the important touch point here is the, let's say, late stage of the washing cycle. So when the clothes is dry and when I have to wear it during the day, and I want it to be fresh and perfumed. Очень важным, Yeah, очень right. важным моментом здесь является самый последний этап стирки, как раз когда белье уже высушено, надевает потребитель на себя. Здесь очень важно как раз вот показать это преимущество в конечном продукте, в маркетинговых заявлениях, что дается польза именно последнего шага. As we said, let's get back quick to this slide. With just neat oil, it's difficult to have performance on the dry stage. С обычной одушкой очень сложно иметь какое-то действие на потребителя на шаге сухого белья. But what if you don't want to use capsule on all your products, but of course you want the long-lasting freshness during time? We can work with freshness accord. It's one of our technology that works on long-lastingness of the product, and it's engineering on the raw materials basically. We engineerize our raw material, our aldehyde, the fresh aldehyde, so the ingredient you smell at the very beginning of the dry line. А что если вы, например, не хотите использовать инкапсулированную технологию для придания вот этого эффекта свежести свежему белью? Можно использовать альтернативу, это обычные одушки, которые содержат в себе аккорд свежести. Аккорд свежести достигается благодаря альдегидам. Альдегиды все знакомы, что такое по запаху. Да? Вот они придают как раз эффект свежести. И при сочетании этого аккорда с одушкой вы будете получать такой же аккорд свежести на конечной стадии. Why we work on the aldehyde? Because they are the molecule responsible for the freshness signal. So are the first molecule you smell when you take the clothes out of your washing machine, for example. Также, когда вы открываете машину, да, вам хочется почувствовать этот вот аккорд свежести, и как раз альдегиды придают этот аккорд как раз в процессе, когда вы вынимаете белье. But unfortunately, they are very volatile, so they goes away very fast. Но, к сожалению, альдегиды, они очень легкие, они очень быстро испаряются, то есть вот процесс очень быстро происходит. So we engineerize this molecule, anchor them with the inert molecule to keep them attached to the fabric, and in this way they can be released during time. So not right away after the washing cycle when I line up, but during time till the dry stage. Мы попытались найти как раз формулу, которая позволит нам задержать вот этот эффект свежести альдегидов, сохранить как можно дольше и строить как раз в аромат. So how is that possible? It's possible thanks to the link, the chemical link that is being let's say produced, it's been developed, and during time with the higher contact, heat contact, humidity contact with the exposure, let's say, with the fabric, you have this continued release of freshness of a molecule that give you the freshness perception. Благодаря некоторым факторам вы можете добиться вновь вот этого эффекта высвобождения аккорда свежести. И здесь приведены как раз несколько эффектов, факторов, которые влияют на этот момент. Это воздух, солнце, влага, тепло. Они позволяют как раз воздействовать на высвобождение альдегидов и придать аккорд свежести. And we want to show you that, of course, we don't want just to talk about things. We want to show you how do they perform, and also with data. We have interesting data. Of course, this technology can be used on liquid detergent, on the fabric softener. It can be used also in home care. We will see later on. And
Yeah, one for line. Мы хотим не только рассказать, да, но мы также, опять же, хотим показать, как это работает, эта технология. Ее можно использовать для средств для стирки, а также для средств бытовой химии. And for the detergent, of course, the performance are good, but less good than what we can reach with the softener, because of course the liquid detergent undergoes the whole washing cycle with the rinse also. So it's, let's say, less molecule will stick to the fabric. With the softener we have the best performance we can С reach. кондиционерами для белья мы больше можем распознать вот этот вот эффект свежести на белье. Со средствами для стирки этот эффект менее заметен, а вот с кондиционерами он лучше работает. In this case there is no encapsulation, so even if you rub it you won't have more performances. So it's a totally different approach. You won't have the fragrance construction you can have with the capsules once they break down. You will have just the fresh signal you can smell, but it's totally different approach. Of course, we have to be honest, it's less performance. То есть, еще раз, да, это не инкапсуляция, это обычная душка с эффектом, с аккордом свежести. И этот аккорд свежести вы также можете наблюдать после трения, однако действие будет менее заметно, чем вы по сравнению с инкапсуляцией вы могли ощутить. Но опять же, это для придания сигнала, в любом случае, как любой потребитель почувствует эффект вот этого вот всплеска. They're all rubbing it, they don't need to rub this one. Yeah, we told you. Yeah. I just saw it. Any question? Какие-то вопросы есть? Все понятно? Или наоборот, ничего не понятно? Did you perceive the difference from the capsules to the freshness accord? So a signal, let's say, one-way signal, not complex signal. When on the other hand, when you have capsule, you have a total different fragrance Когда вы perceivable. чувствовали инкапсулированную душку, да, тестировали, вы комплекс целый получили, то есть больше было высвобождения запаха, он был сложный, а в аккорде со свежестью он более простой, такой прямолинейный достаточно. Okay, and now do more. I will leave. Do you have this one? Oh yeah. Другая технология называется у нас Dream On. Это тоже инкапсулированная технология. Смотрите, наша компания, я уже упомянула, да, о том, что мы инвестируем очень много финансов в то, чтобы проводить различные исследования. Мы смотрим, куда движется, что ожидает от нас потребители. И что мы выявили, что в повседневной жизни настолько много стресса в жизни людей, что произошла проблема необходимости создания приятного стимула перед сном. Люди настолько в суете находятся в стрессе, что не могут расслабиться для того, чтобы уснуть. И мы заметили тенденцию, что очень много сейчас потребителей вынуждены покупать снотворные препараты для того, чтобы уснуть. Это нас подтолкнуло к идее создания ароматов, которые позволят им расслабиться перед сном. Что мы можем использовать из повседневной жизни, да, какие-то ингредиенты. Это вот один из вариантов, это лаванда. Она обладает аромаэффектом, эффектом расслабления. Скажем так, эта технология больше о маркетинге, да, это как вы можете продать свой продукт. Заявив о том, что это позволит конечному потребителю лучше спать, расслабляться после работы, снимать стресс. Эти заявления помогут вас убедить в важности и необходимости данного продукта. И зная, что ароматерапия дарит потребителю позитивные эффекты, влияет на его самочувствие, да, мы решили, что почему бы нам не взять и не объединить одушки с такими маслами, как масло лаванды и масло розы, потому что оба обладают расслабляющим эффектом. Были созданы два продукта. Мы вам предложим из баночек их послушать. Первый будет как раз у нас с маслом лаванды. Все масла, которые здесь содержатся, были разработаны компанией Lamar, которая была куплена также нами. То есть там натуральные масла содержатся. На белье вы также, как тестировали до этого, можете ощутить эффект инкапсуляции, потому что это также инкапсулированный продукт. Да, передавайте, я, короче, сохраню себя. То есть действие этой технологии такое же, как обычная инкапсулированная душка, но здесь добавляется некий
эффект рассказа, да, потому что сегодня потребители что ищут? Они ищут не только хороший продукт, но какую-то красивую историю, сказку, да, потому что все стали читать, все стали много интересоваться. И по факту, как производителя конечного продукта, ваша задача чем-то удивить, предвосхитить ожидания клиента. Поэтому мы предлагаем вам некий такой вот интересный рассказ на упаковку вынести, да, о том, что это позволит вам окунуться, уйти от суеты, ускользнуть от реальности. Здесь представлены примеры продуктов, которые уже существуют в этой концепции. Они используют пока, в зависимости от производителя, кто-то инкапсулированные дудушки, кто-то обычные, но в любом случае видно на слайде, да, что вот эта вот концепция «хорошо спать», «порадовать себя перед сном», она имеет место, она уже существует на рынке. То есть это пока ниша, но вам на перспективу, да, какие продукты можно создавать. Это один из хороших вариантов. Мы проводили исследования наших ароматов, и поскольку в нашей компании является огромная база научных разработок и подтверждений, было доказано, что одушечка, вот первая, которая пошла с ароматом лаванды, действительно обладает формулой, не содержит натуральный ингредиент, который ассоциируется у потребителя с расслабляющим эффектом. То есть здесь все идет на, скажем так, воздействие на органы чувств человека, да, обоняние затронуто. Безусловно, сложно, если человек сам, скажем так, на себе не протестирует, он никому не поверит. Вот это обратная связь от потребителей. Мы проводили испытания, давали им образцы, они тестировали, потом ложились спать. Соответственно, вот эта обратная связь, она достоверная. Все обладают, и более того, многие даже сказали, что они стали счастливее после того, как поспали на таком белье. И второй образец, который я передала, содержит масло розы. То есть концепция такая же, все вокруг расслабления построено, но запахи вы сами почувствуете. Кому вот какой понравился образец? Первый. Второй? Первый? Первый. Практически всем первый, да? Все, значит, расслабились сразу. Спать захотели. Здесь также содержится масло натуральной розы, опять же создано нашей компанией ЛМА, которая в Грасе находится. Процент там небольшой, но этого достаточно для того, чтобы убедить потребителей в действии, потому что вот по обратной связи, да, видно, что действительно они ассоциируют это с эффектом расслабления. И также несколько примеров того, что эти продукты существуют, причем обратите, пожалуйста, внимание, эти продукты здесь даже кросс-категорийно взяты. Вот эта концепция розовое расслабление есть и в продуктах для кожи, то есть это не обязательно средство для стирки, это мы вам даем сейчас два решения для продуктов для стирки, которые могут использоваться. Но вообще концепция построена во всех разных категориях продукта, и в пеномоющей продукции, в бытовой химии, и в стирке. То есть можно шире смотреть, да, какой сектор затронуть, какой продукт выпустить. И перейдем тогда к следующей категории продуктов, это средства бытовой химии. Что делать? Yeah. So we will jump again on the freshness accord because we presented for the fabric care category, but it also can be used for the home care category. So the home care category has the same touch point of the fabric care category, of course, but applied on the home care world, let's say. When I wash my home, I want to perceive a nice fragrance when I buy the product. Продолжим сейчас опять же с аккордом свежести, но посмотрим на него в разрезе продуктов бытовой химии именно. Когда мы говорим о бытовой химии, это все, что связано с уходом за домом. И что мы ожидаем, да, от этой категории продуктов? Мы хотим, чтобы наш дом пах чистотой. So when I smell it from the touch, from the purchase shelf, when I use on the bucket, if I have to clear the floor, when I clean the floor, and of course after hours I clean all the house. I want to have a nice smell around, and my cleaning experience will have some benefit. Я могу послушать продукт, когда я его только покупаю, когда я принес домой, добавил, например, в ведро, дальше я начинаю чистить, да, и вот этот вот эффект свежести дает мне ощущение, что я хорошо справляюсь со своей работой, мой дом находится в чистоте. So the freshness accord, the molecule anchored to an inert, to another inert molecule, can be used also for the construction of the home care fragrances, and we have an example of
how it works during time. This is a test we've been running in Italy, in Milan, and we basically use the product on a tile, and we smell after 8 hours how the fragrance was, the strength of the fragrance basically, and we smell after 24 hours, and the fragrance without technology is weak, very weak. And with the technology we have an improvement of fragrance perception even at 24 hours. Этот тест, который мы проводили в офисе в Италии, в Милане, мы сравнивали эффект обычной одушки и одушки с аккордом свежести на кафеле. И на данном слайде очень хорошо представлено, что по истечении 24 часов наблюдалась значительная разница между кафелем, который с обычной одушкой использовался, и кафелем, который с аккордом свежести был. This is an example of 12 hours. Это вариант, это пример Sorry, just two, so. после 20 часов. And basically it's a fragrance with the fruity freshness accord. We are talking about 12 hours, so it's quite a long time. You need to see this as a demo, so you need to think about that in the whole house, so with a huge perception of fragrance. Здесь использовался фруктовый аккорд свежести, и обратите внимание, что это после 20 часов, и это только демонстрационный небольшой вариант. Можете представить, да, как вообще пахнет, если целый пол помыть средством с аккордом свежести. То есть это только маленький кусочек. And again, so we can use this technology in the fragrance construction to bring that long-lasting benefit. That it's very important. It's a very key moment. It's a very important moment for the consumer when he has the cleaning experience. Опять же, да, это ключевой момент для конечного потребителя, что он получает именно ощущение чистоты, свежести, соответственно, он уверен, что его дом чистый. Это именно восприятие потребителя конечного, да, когда он чувствует, что пахнет вкусно и хорошо, это значит, что он со своей задачей справился. We have different fragrance. Maybe we can make them smell this fragrance that they are smelling on this one. That they are smelling on the tile. Yeah, that's good. Здесь образец, это именно продукт с отдушкой, которую вот вы сейчас ощущали на кафеле. Это сам вот продукт как пахнет. Yeah, it's the same fragrance. So Start from the we back. just two. Take that from the back and then move towards each other. It's quicker. This one maybe. Start this one Thank at you. the other end. Это продукт с отдушкой уже. Это респонс АФФ с одушкой или? Вот это аккорд свежести. Мы сейчас про аккорд свежести говорим. So this is the same fragrance, and as you can see, the freshness accord is something that is into the fragrance, so you don't perceive any difference from a standard fragrance, but you perceive the difference on the tile after hours. I broke those two of those. Вы не можете, вот сейчас, когда вы ощущаете, да, слышите продукт, вы не чувствуете здесь аккорда свежести. Аккорд свежести вы начинаете ощущать вот на самом уже кафеле только. А так в продукте вы его не чувствуете, он начинает раскрываться именно. Какой процент водоотдушки? Giorgio, what is the dosage? No, that's a part of the fragrance construction, so it's something that we don't, let's say, it's confidential information, but it's knowledge of IFF to use the right dosage and nothing changed. But in this sample, what is the dosage of fragrance? It's something that should be not. К сожалению, это является частью конфиденциальной информации. Какой процент свежести добавлен? The whole fragrance is 0.2. Sorry, my mistake. I thought they asked me about the technology. Да, но какой процент? 0,2. Но именно процент аккорда свежести, I suppose long lasting is something that it's important also for your market. I was just saying, I think long lasting is something very important also for your market, because I mean the benefit of fresh air for a long time is something that is not it's not just for
for different country, but I think it's worldwide benefit. Вот это эффект длительной свежести, это нечто, что важно не только для какого-то одного рынка, это вообще глобально, да, является очень важным моментом, по которому ищет потребителя. То есть где бы человек ни находился, потребитель